Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю удивительно просто нежный, кремовый, буквально тающий во рту, без преувеличения, йогуртовый торт. Готовится он очень быстро и очень просто, из самых простых и доступных продуктов. Получается в результате нежнейший шедевр. Нравится как взрослым, так и детям. Этот торт настолько быстрый, что его вместе с выпечкой реально уже приготовить за 1 час. Плюс время на охлаждение. Итак, сначала приготовим шоколадный бисквит. Для этого нам понадобится 65 грамм муки, 15 грамм какао-порошка и половину чайной ложки разрыхлителя без горки. Все это я сейчас перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю все просто до состояния пены. Здесь нужно взбивать обязательно миксером. Добавляю туда 70 грамм сахара, порциями ввожу его и взбивать буду примерно около 3 минут. Вот такая пышная побелевшая масса в итоге должна получиться. Просеиваю туда сейчас часть всей сухой смеси. Аккуратно перемешиваю венчиком. Вы можете лопаткой перемешивать. Венчиком просто быстрее перемешивается, чтобы не осадить яичную массу. Вливаю туда в общей сложности 50 мл молока комнатной температуры. Сейчас буду чередовать сначала сухую смесь, потом часть молока. Опять также сухую смесь и завершаю все это в 2 приема добавлением молока. Полностью все пропорции точные я, конечно же, напишу вам в описании к данному видео. Это шоколадный бисквит на молоке, он очень вкусный, идеально ровный всегда получается. В итоге получилась вот такая пышная масса. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете брать круглую форму, 24 сантиметра в диаметре. Выпекается очень быстро этот бисквит. При температуре 170 градусов Цельсия выпекать буду на среднем уровне без конвекции буквально 20 минут. Бока формы ничем не смазываю и духовку во время выпечки, конечно же, не открываем. Итак, бисквит испекся. Вот такой идеально ровный он получается, как я уже и сказала. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Шпажка выходит сухая и чистая. Освобождаю его от формы сразу же, ничего здесь не жду. Вот такой нежный он получается. И сразу сейчас ставлю его уже в рамку. Пропитываю его очень обильно здесь. 50-70 мл молока здесь понадобится пастеризованного. Это на ваше усмотрение. Можете не так обильно пропитывать. Итак, приготовим сейчас йогуртовый слой. 250 грамм сахара, 2 пакетика пудинга по 37 грамм пудинговой смеси сухой, либо же можете брать 80 грамм кукурузного крахмала и плюс ванильный ароматизатор. Все это сейчас очень хорошо перемешиваю, чтобы не было комочков. 1 килограмм греческого йогурта 10% жирности. Здесь вы можете брать также 10% сметану вместо этого йогурта, либо же йогурт, но с меньшим процентом жирности, тоже можно. 4 яйца среднего размера. Температура продуктов здесь не имеет особого значения, но лучше брать комнатную температуру, чтобы быстрее все это закипело. Перемешиваю все это до однородности и начинаю сейчас на умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании уваривать всю эту смесь. Довожу ее до кипения, и как только пойдут первые признаки кипения, активно начнет кипеть масса, пузыри пойдут, как вот у меня сейчас, я провариваю еще буквально 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Добавляю туда сейчас 100 грамм сливочного масла. Можно сразу холодное масло добавлять, так даже лучше будет, чтобы масса остыла как можно быстрее.
И переливаю сейчас все это на корж, заранее нами подготовленный. И убираю в холодильник на несколько часов, чтобы вся эта масса схватилась. Минимум на 3 часа следует убрать. Для этого рецепта следует брать хорошую проверенную пудинговую сухую смесь, либо же качественный кукурузный крахмал. Мне понадобится 12-15 штук нежного песочного печенья. Выкладываю печенье сверху, вы можете этого не делать, но я выкладываю и убираю часа на 3 в холодильник. Итак, у меня прошло уже примерно 3 часа. Взбиваю крем, 200 мл очень холодных сливок для взбивания, 8 грамм ванильного сахара, 8 грамм загустителей для сливок и 15 грамм сахарной пудры. Взбиваю все это до устойчивых пиков. Выкладываю сейчас уже на полностью остывший торт все взбитые сливки. Разравниваю. Торт получается удивительно нежным просто. Он идеально подходит в качестве десерта после плотного застолья. Кто любит очень нежные десерты, вот это идеальный торт. Он готовится без желатина, очень просто и очень быстро. Нежнейший получается торт. Разравниваю сливочный слой. Вы можете также и без сливок делать этот торт, вот пропустить этот шаг, но со сливками, конечно, получается просто необыкновенно нежным вкус. 100 мл у меня здесь сливок горячих, я их практически довела до кипения. Добавляю туда также 100 грамм шоколада, в данном случае у меня 50% какао-шоколад. Все это перемешала. Должна получиться вот такая нежная глазурь. Она очень хорошо будет нарезаться. Она очень-очень вкусная на вкус. Разравниваю. Здесь, в принципе, массу глазури можно уменьшить даже. Буквально, если вы не любите много шоколада сверху, и в 2 раза можете уменьшать количество продуктов. Растопила буквально 30 грамм здесь белого шоколада. Делаю вот такие полоски. Делаю узорчик и убираю буквально минут на 20 в холодильник. Сейчас аккуратно снимаю форму. Торт, как я уже сказала, получается удивительно просто нежным. Для всех тех, кто любит очень нежные такие сливочно-йогуртовые десерты. Это просто находка, этот торт. Он прекрасно нарезается сухим горячим ножом. Сначала, как обычно, прорезаем глазурь, а потом уже делаем надрез самой начинки. Здесь видно, насколько он нежный, когда он надламывается вилкой, этот тортик. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.